Привет, ребятки, Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре компактный мини-Tava корпус Silverstone PS15 Pro. И для моих подписчиков из Украины сразу есть приятная новость, так как вы можете поучаствовать в розыгрыше такого же новенького корпуса. И за данную возможность я хочу поблагодарить компанию Silverstone, а также дистрибьютора продукции Silverstone в Украине компанию ERC. Для участия нужно будет выполнить максимально простые условия, о которых я расскажу в конце ролика. Ну а сейчас переходим к знакомству с PS15 Pro. Габариты корпуса с учетом всех выступающих частей такие. Длина, она же глубина, 363 мм, ширина 198, высота 380 мм. На верхней панели корпуса имеются крупные вентиляционные отверстия в виде пчелиных сот. Продолговатые посадочные отверстия дают возможность закрепить внутри корпуса два 120 мм вентилятора или один на 140 мм. Две 140-ки здесь разместить не получится, я проверил. Пластиковый пылевик на магнитах в комплекте имеется. На скошенном верхнем торце передней панели разместились треугольная кнопка включения со встроенным индикатором режима работы, два разъема USB версии 3.0, стандартные разъемы для подключения наушников и микрофона, а также индикатор активности накопителей. Кнопка перезагрузки у данного корпуса отсутствует. Практически вся лицевая часть передней панели выполнена из металлической сетки. Рамка пластиковая. В нижней части находится глянцевая вставка с логотипом и названием бренда. Они имеют встроенную подсветку. Она синего цвета и подключается к блоку питания через разъем Molex. Длина кабеля 50 см. Кстати говоря, панель снимается без особых усилий и имеет по 3 защелки на каждой из боковых сторон. Также на внутренней части имеется съемный пылевик. Из коробки на шасси корпуса уже предустановлено 3 фирменных вентилятора. 2 на 120 мм с RGB подсветкой, закреплены на передней части шасси корпуса, и еще один на 120 мм без подсветки, закреплен на задней. Все выполнены на подшипнике скольжения. Передние максимально крутятся до 1300 оборотов в минуту, задние до 1100. Все три акустически комфортно себя ведут на 800 оборотах. Подключение заднего трехпиновое. Длина кабеля 58 см. У передних кабель до трехпинового коннектора имеет длину 50 см, а длина кабеля до трехпинового коннектора подсветки 80 см. Причем есть еще вот такой кусочек длиной в 30 см, также с трехпиновым коннектором на конце. Он нужен для последовательного соединения подсветки вентиляторов и последующего подключения всего к одному разъему на материнке. Если, конечно, соответствующий разъем плюс 5 вольт на материнке имеется. Если же его нет, то в комплекте с корпусом поставляется вот такой небольшой RGB контроллер. К нему можно подключить до 4 устройств. Питание контроллер получает от БП через разъем SATA. Длина кабеля 30 см. Длина кабеля для синхронизации и управления подсветкой с помощью совместимой материнской платы также 30 см. На контроллере имеется кнопка Mode, и при ее последовательном нажатии будут изменяться варианты подсветки подключенных устройств. Если зажать кнопку на 3 секунды, то контроллер перейдет в режим синхронизации с материнкой. Для включения управления с контроллера нужно просто нажать на кнопку Mode один раз. Чтобы полностью отключить подсветку, нужно подержать зажатой кнопку Mode более 6 секунд. Чтобы снова включить подсветку, жмем на кнопку Mode один раз. Еще в контроллере имеется двухпиновый разъем, в который можно было бы подключить кнопку перезагрузки и с помощью нее переключать эффекты подсветки, но так как кнопки перезагрузки в данном корпусе нет, то и разъем остается незадействованным. Управлять скоростью вращения вентиляторов контроллер не умеет, поэтому их придется подключать либо к разъемам на материнке, либо через отдельный реабас, который нужно будет докупать отдельно. И чуть не забыл, контроллер к корпусу крепится с помощью магнита, который находится внутри контроллера. В общей сложности спереди можно установить два 120 или два 140 мм вентилятора. Также поддерживается установка радиатора ЖО на 120 или 240 мм. Для того, чтобы опустить ниже вот этот вентилятор, или же чтобы спереди поместились два 140 мм вентилятора, нужно воспользоваться вот этими двумя длинными винтами из комплекта и соответственно закреплять вентилятор ими вот в эти отверстия. Кстати, продуваемость передней части шасси корпуса можно улучшить, убрав вот эту сетку из отверстий с помощью болгарки или с помощью кусачек. Учитывая, что здесь будут закреплены вентиляторы, общая жесткость этой панели не пострадает, а вот продув улучшится, и это также уменьшит шум от вентиляторов. Кстати, толщина металла корпуса полмиллиметра, поэтому я думаю, можно и кусачками обойтись. Закрепленный на задней части шасси корпуса 120 мм вентилятор можно немного регулировать по высоте. Отверстие здесь только для установки одного 120 мм вентилятора или радиатора СЖО. Верхняя заглушка съемная, остальные придется выламывать. Прижимная планка имеется, закреплена одним винтом с накаткой. Ниже находится окошко для крепления блока питания, и его здесь можно устанавливать хоть вентилятором вверх, хоть вниз. Ножки у корпуса пластиковые, без мягких вставок, высота 16 мм. Под блоком питания предусмотрен небольшой пылевой фильтр. Вентиляционные отверстия под ним крупные, в виде все тех же пчелиных сот. Левая панель — это слегка тонированное закаленное стекло, толщина 3 мм.
размеры 315 на 365 мм. Крепится на 4 винтах с накаткой, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Кожуха, накрывающего блок питания, в данной модели не предусмотрено. Вместе установки блока питания есть 4 небольших демпфера. Так как корзина для накопителей несъемная, производитель рекомендует сюда устанавливать блоки питания длиной не более 150 мм. При этом до ближней стенки корзины остается 30 мм. И как по мне, жаль, что корзина несъемная, так как многим она не нужна, а возможность убрать ее дала бы свободное место для более габаритного источника питания. Хотя вам никто не запретит высвердить 6 заклепок и сделать корзину съемной. В корзину через пластиковую рамку можно установить один 3,5 дюймовый или 2,5 дюймовый накопитель. Помимо этого, сверху на корзине можно разместить еще один 2,5 дюймовый накопитель. Для этого в комплекте имеются резиновые крепления. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini ITX и Micro ATX. 6 стоек для крепления материнки уже находятся на своих местах, и еще 3 лежат в пакетике с комплектным крепежом. Кстати говоря, вот так выглядит весь комплект. По моим замерам, кулер для процессора сюда можно установить высотой до 160 мм, хотя производителям указывается, что поддерживаются кулеры высотой до 154 мм. Свободного места для видеокарты от края до края 314 мм, но это с учетом того, что вентиляторы будут установлены снаружи передней панели. Для удобства видеокарту длиннее 280 мм я бы сюда не устанавливал. Для укладки кабелей за задней стенкой поддона материнки предусмотрено от 10 до 15 мм свободного пространства. Правая панель ровная, крепится на 2 винта с накаткой. На задней части поддона для материнки есть 2 места для крепления 2,5 дюймовых накопителей. Крепятся так же, как и на верхней части корзины. Все отверстия в корпусе либо завальцованы, либо выполнены аккуратно и без острых граней. Имеется большое количество выступов для крепления кабелей стяжками. Для того, чтобы показать, как может выглядеть собранная система в данном корпусе, воспользуюсь процессором Ryzen 3 3100 и материнкой ASRock B550M Phantom Gaming 4, которые мне предоставили мои друзья, интернет-магазин Technostore. Ссылочки на их сайт и инсту оставлю в описании под этим видео. Кулер для проса буду использовать Deepcool Gammax 400EX. Его высота 158 мм, тем самым проверим, будет ли он мешать закрытию стеклянной боковой панели или нет. Также снова воспользуюсь комплектом оперативной памяти от бренда Patriot серии Blackout. В данном наборе 2 планки по 8 ГБ каждая. XMP профиль на 3600 МГц и тайминги CL18. Высота модуля 40 мм. Ссылочки на него найдете в описании. Что хочу сказать после сборки. Первое – это размещение проводов за задней стенкой. Так как там не особо много места, то вам придется постараться, чтобы уложить все провода более-менее аккуратно. Если у блока питания будут плоские провода, то это намного упростит для вас эту задачу. И второе – кулер для процессора высотой 158 мм никак не мешает закрытию стеклянной боковой панели, так что использовать такой кулер можно. Кулер высотой 160 мм будет впритык к стеклу, поэтому для вашего удобства рекомендую все же остановить свой выбор на кулерах высотой до 158 мм включительно. На этом с информацией о корпусе заканчиваю, надеюсь, было интересно и полезно. Ссылочки с актуальными ценами на данный корпус найдете в описании. Теперь более подробно про условия розыгрыша новенького Silverstone PS15 Pro. Они также будут продублированы в описании под этим видео. Первое, нужно быть подписанным на мой канал. И второе, заполните небольшую форму, которая нужна для связи и проверки подписки. Ссылка на нее находится в скрытой части описания под этим видео. На этом с условиями все. Буду благодарен, если поставите лайк этому видео, а также полностью посмотрите его и напишите любой добрый комментарий. Это поможет в продвижении и развитии моего канала, так что надеюсь на вашу поддержку. Важно, как я уже говорил в начале этого видео, розыгрыш проводится только на территории Украины, кроме зоны проведения операции Объединенных сил и Автономной Республики Крым. Также важно, чтобы ваши подписки на YouTube были открыты. Это нужно для того, чтобы я мог проверить, подписаны вы на мой канал или нет. Если вы выиграете, а подписки будут скрыты, я перейду к выбору нового победителя. Итак, пока не найду того, кто выполнит правильно все условия. Результат подведу через неделю, в субботу, то есть 20 ноября 2021 года, здесь на YouTube в 20:00 по киевскому времени. У победителя будет 3 дня на то, чтобы ответить на мое письмо для уточнения адреса доставки. Если ответа не поступит, я проведу повторный розыгрыш, о котором предупрежу заранее. Ну а на этом у меня все. С вами, как всегда, был Джейсон. Всем желаю удачи и до скорого!